Добро пожаловать на канал Алиэкспресс. Сегодня с вами я, Алексей, и сегодня с вами поговорим о том, стоит ли слушать или прислушиваться к чужому мнению. Всегда нужно учитывать, кто что вам говорит и самое важное, для чего. Для чего? Потому что когда кто-то что-то вам говорит, они преследуют какие-то сугубо свои личные цели. Вопрос, для чего? Они хотят вам помочь, подсказать что-то, да? А, Если да, то вопрос, из каких побуждений? Действительно ли они хотят вам помочь или хотят самоутвердиться, что бывает чаще всего? Имеют ли они достаточно компетенции, чтобы вам давать советы, да, или рекомендации какие-то? Потому что часто за вот, якобы там какими-то экспертностями скрываются, ну, дилетанты. Да. Следующее. Что важно, действительно ли они желают вам блага, или же они хотят из вас извлечь какую-то прибыль, да, скажем так, какую-то свою личную выгоду. Это тоже нужно учитывать. То есть нужно смотреть вглубь, да, как бы со стороны на человека, зачем он вам дает советы, да, что он хочет от этого получить. Следующее. Когда, бывает, да, мы обращаемся к кому-то, чтобы нам что-то порекомендовали, что-то посоветовали, а, всегда нужно тоже 100 раз подумать. А, и, самое главное, да, что должно быть, это критическое мышление, хорошо развитое критическое мышление. Мнение одного человека, оно, ну, ничего не значит по факту, да, потому что вот взять там, к примеру, 2 экспертов, к примеру, реальных, да, экспертов, ну, не знаю, к примеру, по одному и тому же вопросу мы с вами предприниматели, да, и, соответственно, знаем. То есть есть, к примеру, да, там по финансовой части, к примеру, есть бухгалтеры, к примеру, там высококвалифицированный бухгалтер, да, он имеет одно мнение. Другой такой же бухгалтер может иметь на этот же вопрос, по этому же вопросу, другое мнение. Юрист будет иметь третье мнение. Еще один юрист, четвертое мнение. Допустим, там, кто еще там, финансовый директор, пятое мнение. Какой-нибудь сотрудник линейный, да, там, или линейный руководитель, или там руководитель отдела. Вообще другое мнение. Потому что вся картина, да, в целом, она более обширна, нежели там узкоспециализированный специалист или тем более уж дилетант, да, который в этом не соображает. Здесь можно хорошую аналогию провести, когда мы как предприниматели видим бизнес с одной стороны, да, то есть одну картину, сотрудники видят совершенно другую картину, где-то там снизу вверх, да, смотрят. То есть они не видят, что какие цели, скажем так, в целом, да, преследует бизнес. Они видят лишь свою маленькую частичку своих должностных обязанностей. И вопрос, стоит ли, скажем так, слушать их мнение? Конечно, стоит прислушиваться, да, но опять-таки через свою собственную призму. Вот. Плюс нужно ошибаться, что когда мы советуемся сами с собой, да, тоже можем ошибаться. Поэтому всегда в помощь нам объем информации, собираем, аккумулируем, анализируем, критически все обрабатываем в первую очередь, критически, обязательно, без этого никак, тем более в наше время, да, век информационных технологий и изобилия информации, как ложное, так и правдивое, да, так и что-то посередине. Знаете, хороший пример по поводу мнения, да, стоит ли слушать мнение. У меня был очень, скажем так, хороший, наверное, урок. Наверное, помните, когда криптовалюта, да, вот биткоины только начали там появляться, я с самого начала их отслеживал, до того, как еще первая покупка была, там, что там, пиццу, да, по-моему, купили. И как бы, ну, думаю, блин, ну, стоит ли, не стоит, стоит, не стоит. И вот 2012 год, до того, как ну, в общем, тогда биткоин стоил $5. У меня тогда был, ну, полтинник 50 тысяч рублей на те времена, да, там свободные, которые я вот думал, куда мне вложить.
И, естественно, я смотрел в сторону биткоинов, думал, менять на доллары и купить себе там битков, да. Вот, ну, можете посчитать, когда был курс доллара тогда, да, там 30 или 32 рубля, по-моему, был. Вот, и биткоин стоил 5 долларов. Я уже нацелился, думаю, ну, дай-ка я спрошу, пожалуй, перед тем, как купить это дело. Тогда 50 тысяч-то немало, да, было, тем более тогда еще наемный сотрудник был, уже, да, скажем так. Посоветовался с сисадмином компании, думая, что это эксперт. Посоветовался с сисадмином компании, тот мне сказал, что авантюра, что это фигня, вообще даже не думать, что это ерунда, короче. Вот. Ну, в тот же год биток подлетел, да, подскочил, вот. Ну и сейчас, как бы, это бы были миллиарды, да, рублей. Ну, я послушал тогда. То есть для меня это как один из уроков, скажем так, с кем советоваться, с кем не советоваться, да, то есть, естественно, циклиться на этом, ну, это надо быть полным идиотом, чтобы на этом циклиться. Жизнь нам каждый день, да, дает кучу возможностей, вопрос, видим мы их или нет. Вот, и здесь просто как пример такой, как урок, с кем советоваться, с кем не советоваться, прислушиваться, не прислушиваться, то есть, тем более, если вы видите какие-то тренды, да, смотрите, то есть, вот такое-то вот, скажем так, движение идет, да, в таком-то направлении. Да, можно здесь, скажем так, профукать все, да, и как бы, ну, опять-таки, в одну картину яйца не кладут все, да. Вот, нужно отслеживать тренды и на основе объемного пласта информации уже, скажем так, делать определенные выводы. То же самое касается и мнения людей. Для начинающих предпринимателей будет хорошая, скажем так, поддержка, да, моральная. Когда я уходил из найма в свободное плавание, так сказать, да, тогда еще, скажем так, ну, много не понимал, не соображал. Это вторая попытка моя была, да, уже заняться собственным бизнесом. Это 2014 год. Вот мне, знаете, как когда было не очень, скажем так, в первое время, когда многого не знаешь, да, там не очень, мне со всех щелей трындели, зачем ты, уходи в найм, там безопасно, там стабильно, там вот стабильно. Как-то на одном из своей сфер деятельности, да, там, когда присматривал в плане отделки, да, там внутренняя отделка, там декор такое, там работал с парнишкой, он работал в авиакомпании, которую закрыли. Все было хорошо, стабильно, потом закрыли. Это коротко о стабильности. Когда вам говорят про какую-то стабильность, стабильности вообще не существует, это иллюзия. Иллюзия, такая коморочка, скажем так. Вот, поэтому, как бы, знаете, когда вам говорят, там, вот, не занимайся бизнесом, вот, в найме, там, стабильно, там, офигенно, там, пенсии, там, еще что-то, там, какие-то ДМС, и еще там что-то, окей. Вот, если у вас есть потребность вести собственный бизнес, и вы уверены в своих силах, готовы к тем рискам, да, которые нам предоставляет собственное дело, то почему бы нет? И что там со всех углов трендят, вообще не важно. Мне, знаете, как говорили тоже, да, там, что вот надо в рабочий, в найм, и что? В итоге сейчас эти люди, многие и эти, да, там и другие люди спрашивают, как начать свой бизнес. Вот. Круто, круто. Ну, наверное. Вот, мне уже как бы без разницы, да, вот, я вижу, что отношение совсем поменялось, когда, скажем так, нужна была действительно моральная, да, там, поддержка от людей. А, Когда действительно нужна была мне моральная поддержка, да, потому что первые годы, там, первый год, тем более, ну, блин, это сложно, да, особенно когда у тебя нет достаточной подушки, ты многих нюансов не знаешь, да, как бы тебе архи надо,
чтобы тебя морально поддерживали, помогали, говорили: "Да, ты сможешь, давай, давай, чувак, ты сможешь". Вот, действительность такая, что большинство говорит: "Нет, ты чё, всё, бросай, 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 иди обратно в найм, иди, блин, всё, нафиг свои мечты, нафиг свои цели. Нет, вот, будь как все". Вот обычно так, плевать на их мнение. Вот, и сейчас, знаете, как, спустя уже много лет, а, уже, ну, абсолютно пофигу, на это все. Вот, и сейчас тоже, да, там, другие, скажем так, говорят там что-то, да, там, что вот это не надо, ой, это уже там, тренд прошел там, или уже это надо было начинать там черт знает когда там, да, там, ну, когда новые сферы бизнеса открывают, да, или там, когда, говорят, что надо вот там люди занимаются этим там 1000 лет. Ну, что мне мешает нанять людей, которые занимаются 1000 лет, вот, и открыть бизнес. Поэтому, когда, вы что-то делаете, да, всегда думайте своей головой. Вот. Говорят там, что одна голова хорошо, две лучше. Нет, на практике это не совсем так, потому что, вы можете смотреть на картину обширно, еще прогнозировать, да, если вы умеете анализировать, прогнозировать, да, человек может сиюминутно жить, думать, что вот, там, не знаю, там, текущий год, да, а то, что там через 2, там, 5 лет, 10 лет будет, как бы об этом далеко не все думают и далеко не все прогнозируют. И вы, конечно, можете ошибаться, но как бы лучше сделать, да, чем потом сидеть и кусать локти. Вот. Мое мнение такое. Поэтому желаю вам идти своей дорогой, своим путем, и чтобы он был офигенный, приятный, но чтобы всегда была почва под ногами. Вот. Всем успехов в бизнесе. С вами был я, Алексей. До новых встреч.